От пациента. Я с вами разговаривал, звонил из Москвы. Меня зовут А. Делал МРТ 3 отделов позвоночника. Мой вопрос в следующем. Можно ли оценить, первое, имеются или нет новообразования крестцового отдела позвоночника и внутренней части этой области позвоночника? Второе. Почему на снимках внизу позвонка L5 и в верхней части позвонка S1 снимки в профиль, белые области? Третье. Почему позвонки крестцового отдела на некоторых снимках в профиль имеют белые пятна? Четвертое. Почему видимый фрагмент копчика белого цвета? Если будет видно что-то рядом в крестце, можно ли это описать? Понимаю, что вряд ли. Я готов заплатить доктору и за часть ответов, например, про белые области. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 1971 года рождения, дата исследования 5 января 2025 года. Область исследования. Крестец, копчик обращает на себя внимание, антилистез тела L5 до 5 мм. Визуализируются 5 крестцовых позвонков, убедительно прослеживаются 5 копчиковых позвонков. Соотношения в крестцово-копчиковых сочленениях не нарушены. Имеется заострение краев сочленяющихся поверхностей. Крестцовый угол выражен удовлетворительно. Крестцово-копчиковый угол тильда 174. Обращает на себя внимание скопление жировой ткани внутри позвоночного канала с уровней границы верхней и средней трети тела S2 и с уровней нижнего края S2 просвеи позвоночного канала полностью обтурирован жировой тканью. Ось копчика во фронтальной плоскости располагается срединно. МР-сигнал от копчиковых позвонков с выраженными признаками жировой дистрофии. Зон трабекулярного отека костного мозга не выявлено. Паравертебральные мягкие ткани без признаков отека и инфильтрации. Заключение. МР-картина эпидурального липоматоза крестца и копчика. Антилистеза L5 первой степени. Дегенеративно-дистрофических изменений крестца, копчика. 7 января 2025 года. КМН, доцент Котов МА, а заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Внутри просвета позвоночного канала, на уровне крестца и копчика, у вас скопление жировой ткани, эпидуральный липоматоз. Также есть смещение нижнего поясничного позвонка, все это и может давать боли, нарушение чувствительности. Вам нужно к неврологу. Позвонки белого цвета из-за дегенеративных изменений в них, скопление жировой ткани в телах позвонка, это значение не имеет. Вопрос пациента. Большое спасибо доктору и вам. Прошу прощения за дотошность, я надеюсь, в такой ситуации тревога понятна. Невролог отвергает антилистез как причину онемения, так как нет боли в спине. В другой ноге есть небольшая боль. Поэтому, если можно, несколько дополнительных вопросов. Первое. Хорошо ли видна костная ткань исследованной области? Точно ли нет опухолей крестца и копчика? Второе. В позвоночном канале креста и копчика точно нет опухолей, я так понимаю, нейрогенных. Может, жир их скрывает? Третье. Эпидуральный липоматоз тоже может вызывать боль и нарушение чувствительности, поражать нервы. Ответ К. М. Н. Котова, М.А.1. Для исключения опухоли нужно исследование с контрастом. 2. Нужно исследование с контрастным усилением. 3. Да, может.